На похоронах своей внучки, заподозрив что-то неладное, старушка приблизилась к гробу и услышала крик. Боль и горе охватили присутствующих во время последнего прощания с маленькой девочкой. Но эта бабушка и ее собака почувствовали что-то странное. Старушка решила проверить. Она подошла к гробу и услышала крик. То, что она обнаружила в тот момент, заставит вас плакать. Фернандо Гарсия, 60-летняя женщина, пережившая тяжелый удар судьбы, она потеряла своего единственного сына и невестку в трагической автокатастрофе, в которой осиротела маленькая девочка по имени Бланка, которая, к счастью, не находилась с родителями. В момент аварии женщина была в отчаянии, ведь как любящая мать она безумно любила сына, который был живым напоминанием о ее покойном муже. Однако не все было потеряно. Ее внучка, веселая семилетняя девочка, вскоре стала светом в ее жизни. С тех пор эта добрая бабушка воспитывала Бланку как родную дочь и установила с ней тесную любящую связь. До аварии, лишившей ее сына и невестку, Фернанда была веселой оптимисткой, всегда окруженной друзьями. Она всю жизнь проработала механиком и любила помогать людям с проблемами автомобилей. Однако после аварии она сильно изменилась, стала более серьезной, задумчивой и грустной. Но все же она осталась доброй, ласковой и очень преданной своей внучке. Несмотря на трудности, которые ей пришлось преодолеть, она осталась сильной и храброй женщиной, сумевшей преодолеть невзгоды, и стала материнской фигурой для Бланки, а она, в свою очередь, очень счастливая и любящая девочка. Они часто проводили время вместе, играли в парке или просто беседовали дома. Фернанда сделала все возможное, чтобы дать Бланке хорошую жизнь, полную любви, и она отвечала ей взаимностью. Бабушка следила за тем, чтобы ее любимая внучка получала хорошее образование и поддерживала ее во всех занятиях. Однако в их жизни не хватало чего-то важного, и оно скоро должно было появиться самым неожиданным образом. В один дождливый день, когда семья возвращалась со школы, сильный ветер срывал листья с деревьев. Проходя по улице к дому, они вдруг услышали тихий скулёж, привлекший их внимание. Подойдя поближе, они увидели щенка, лежавшего на земле. Малыш дрожал от холода, его задняя лапа была повреждена, а в его карих глазах читались страх и боль. Фернандо и Бланка были тронуты, увидев бедное брошенное животное. Не раздумывая, Бланка бережно подняла щенка на руки, пытаясь успокоить его нежным голосом. «Все будет хорошо, маленький друг. Мы поможем тебе. Правда, бабушка?» Женщина с грустью посмотрела на собаку. Она не могла оставить ее в таком состоянии. Щенок изо всех сил цеплялся за девочку, как будто понимая, что нашел того, кто спасет его. Бланка нежно поглаживала щенка со слезами на глазах. Она не могла поверить, что кто-то бросил такое милое, уязвимое существо. Вместе они решили отвезти щенка в ветеринарную клинику. Там собаку вылечили, а Бланка и Фернандо ухаживали за ней во время выздоровления. Этот момент положил начало прекрасной дружбе, и они дали щенку имя Тика. Увидев, какую связь внучка обрела с собакой, Фернандо без раздумий забрала щенка домой. С тех пор Тика стала важной частью семьи. Ее любовь и преданность проявились с первого момента. Вскоре пес стал большим утешением для этой сломленной семьи. Тика была верным другом, который всегда был рядом с ними, даже в трудные времена. Тика выросла крепкой и здоровой собакой. Ей нравилось сопровождать хозяек на прогулках и играть с Бланкой в парке. Ее присутствие наполняло дом жизнью, а заразительная радость заставляла всех чувствовать себя лучше. Безусловная любовь Тики выражалась в каждом ее взгляде, лае и лизании лица. Прошло несколько незабываемых счастливых лет, но история была готова принять трагический поворот.
В обычный день Фернанда работала в своей автомастерской, а Тика лежала в углу, наблюдая за хозяйкой. В этот момент пришло известие, которого бабушка совсем не ожидала услышать. Ей сообщили, что ее внучка попала в ужасную аварию, играя с друзьями в парке. Выкатившийся на дорогу мяч заставил девочку броситься за ним, не посмотрев по сторонам. Она была сбита машиной. Бланку доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ее, но в итоге констатировали смерть. Новость сильно потрясла Фернанду и Тику. Женщина чувствовала себя полностью раздавленной. Она не могла поверить, что снова потеряла близкого человека. Тика же была сбита с толку и опечалена. Она не могла понять, почему ее подруга так и не вернулась домой, а хозяйка не переставала плакать. В тот день Фернанда вновь погрузилась в глубокую печаль. Она не могла смириться с мыслью о жизни без Бланки. Она чувствовала себя одинокой и пустой, а боль была невыносима. Тика же не отходила от Фернанды и не переставала скулить, как будто чувствуя, что произошло нечто ужасное. На следующее утро женщине вновь пришлось проявить силу, чтобы присутствовать на похоронах внучки. И, конечно же, она взяла с собой преданную собаку, чтобы проститься с любимой девочкой. Похороны Бланки были очень тяжелым моментом для женщины и пса. Потеря девочки была опустошительной для них обоих. Они были погружены в глубокую печаль. Фернанда рыдала как ребенок, а Тика следовала за ней, явно осознавая происходящее. Тем не менее, когда они прощались с девочкой и гроб закрывали, Тика почувствовала что-то и начала рычать и настойчиво лаять. Фернанда пыталась успокоить ее, но Тика продолжала громко лаять. Женщина в замешательстве подошла к гробу посмотреть, в чем дело, и именно тогда услышала тихий звук изнутри. Инстинктивно Фернанда почувствовала, что что-то не так. Она начала кричать: «Моя Бланка жива! Я должна вытащить ее оттуда!» С решимостью она попыталась открыть гроб, но присутствующие, решив, что горе лишило женщину рассудка, попытались остановить ее. Тика же встала на защиту, ощетинившись и не давая никому приблизиться. Фернанда изо всех сил старалась открыть гроб и с изумлением обнаружила, что Бланка действительно была жива. Ее крики радости и облегчения смешались с лаем Тики, которая не могла сдержать эмоций и бросилась к девочке, покрывая ее радостными визгами. Врачи, лечившие Бланку, ошиблись в диагнозе и посчитали девочку мертвой. На самом деле у нее было повреждение мозга, вызвавшее состояние каталепсии. Это биологическое состояние, при котором человек становится неподвижным, кажется мертвым и лишенным жизненных функций. Это было настоящим чудом для Фернанды и Тики, которые не могли поверить, что Бланка жива. Тика оказалась хранительницей и защитницей Бланки. Ее инстинкт и любовь к девочке заставили ее действовать таким образом, спасая тем самым жизнь ребенка. Присутствующие на похоронах были потрясены и тронуты случившимся, а некоторые стали называть Тику чудотворной собакой за ее роль в спасении Бланки. С этого момента Тика стала еще более важным членом семьи, и ее любовь и преданность больше никогда не подвергались сомнению. История Фернанды, Бланки и Тики учит нас важности любви и верности в нашей жизни. Потеря и боль неизбежны, но мы всегда должны хранить веру и надежду в трудные времена. Безусловная любовь Тики к семье показывает, что животные способны любить и защищать так же, как человек. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.